Если честно, народ, данный рецепт я никогда не готовил. Я буквально вчера подсмотрел его на каком-то канале, где снимают, как люди готовят на профессиональных кухнях, то есть на кухнях ресторанов. Кстати, вы заценили мою новую чудесную кухоньку, про которую я, возможно, как-нибудь скоро расскажу, может, не расскажу, не знаю, наверное, расскажу. И я попытаюсь повторить то, что я там увидел и подслушал. При этом они были не русскоязычные чуваки, они говорили на английском, но все, что надо, как мне кажется, я подсмотрел. Сегодня мы постараемся повторить божественную и корно-яичную вкусняшку. И самое первое, нам нужно поставить яйца вариться в су-виде при ровно 65 градусах Цельсия. У них было, я подсмотрел, 149 Фаренгейта, это, по-моему, 65 Цельсия. Да? Наверное, да. И посмотрим, что станет с желтком целый час. Кстати, за технику на моей кухне, за всю технику, которую вы видите на моей кухне, и увидите еще, наверное, много-много раз, я благодарю сайт парней housegerate.ru. Что это такое? Но на самом деле это немецкое название, и правильно говорить Hausgerät. Во-первых, это профессиональный выбор техники, практически любой для вашей кухни. И, собственно, техника действительно качественная, я уже практически всю протестил. И, как бы, все очень удобно работает, ничего не подводит. Вся техника, само собой, официальная, будь то варочная поверхность, планетарный миксер или, например, чайник. И красивая, кстати. У пацанов поставки абсолютно по всей России и бесплатная доставка, что на самом деле немаловажно, потому что техника зачастую там она как бы весит. Если что, холодильник и морозилка у меня тоже от них, я полностью доволен, 10 из 10, я не нашел до чего докопаться. И что немаловажно, у них есть достаточно большая сеть розничных салонов, куда вы ножками приходите, все щупаете и вам советуют, что вам надо, а что вам не надо. Возможно, вам не нужна варочная поверхность на 10 киловатт, а хватит там на 3. Короче, огромное спасибо им за технику, техника офигенная, просто я не нарадуюсь на самом деле. И для моих подписчиков будет промокод на скидочку, до 10% будет промокод. Ссылочка находится в описании, кликайте, смотрите. Блин, ну это все красиво, все по красоте. Как и в любом рецепте, мы начинаем с того, что занимает больше всего времени, потому что я иногда смотрю, как на ютубе люди снимают ролики свои на кухне и замечаю очень часто один и тот же косяк. Они вот что-то делают, а потом такие: ну да, тут же еще нужен вареный картофель. И, короче, идут его варить. Или такие: ну да, здесь же нужно было там 4 часа вываривать говядину. Она идет в самом конце. Лучше... И такие, я понимаю, что они за кадром сидят 4 часа ждут. Поэтому сразу в голове прикидывайте, когда просто для себя готовите из серии, что здесь самое долгое. И начинайте с этого, пускай оно делается. У нас это час сувидить яйца при 65 градусах. Вы спросите, как же ты будешь выдерживать температуру? Не я буду, само собой, это будет делать сувид. Посмотрим, что получится. Я взял обычные яйца, чтобы было красивее. Я взял их с желтком, типа максимально желтым, что смог найти. Возьмем несколько яиц. Я чутка теплую воду налил, чтобы она быстрее разогревалась. И закладываем их туда. Ну, предположим... ладно. Я думаю, все захотят за кадром попробовать, поэтому я сделаю по 2 желтка. Раз, два, три, 4. 4 будет сэндвича. Итак, при 65 градусах начнет оно готовиться. Будет 59 минут готовиться. Все, пошло. Ну, сейчас там 36,2, когда он достигнет 65, то пойдет таймер уже. И, собственно, вы видите, в чем фишка сувида. Не только в поддерживании температуры. Что это плавает такое? Это кто? Что за яйца пипячников там? Короче, фишка в том, что не только сувид поддерживает температуру, он ее поддерживает везде, то есть перемешивает все это дело. И я недаром, короче, взял этот рецепт под бриф из какого-то ресторана. Масло мы тоже сделаем самостоятельно, потому что такое блюдо там будет с красной икрой, с черной икрой. Яйца сувидятся целый час. И я не хочу брать покупное масло. Есть нормальные масла, весовые масла, сливочные, покупные, здорово, но зачем экспериментировать, если можно взять просто обычные сливочки 33%, зафигачить, и через 10-15 минут у нас будет кусок офигительного масла. Так, просто заливаем туда сливки, закрываем и взбиваем. Когда увидите вот такую консистенцию, вот такую, то есть там уже взбитые сливки, будьте очень аккуратны. Это значит, что в течение 5 минут у вас будет ком масла, разбрасывающий как бы оставшуюся воду вокруг. Поэтому я даже салфетками все вокруг обложил. Уже начинают виднеться комочки. Это значит, что... Вот я остановлю, чтобы вам было видно. Видите, уже такие комочечки везде. Процесс сворачивания пошел. Еще пара минут. И вот буквально спустя 40 секунд, и оно реально все разбрызгивается. Поэтому нужно
Жесть, посмотрите на это. Ну, вот, потому что это уже ком масла. Ой. Ну, собственно, слив воду можно уже взбить на большой скорости, чтобы масло оттуда высадилось из венчика. Короче, получается нежное, мягкое, вот такое вот домашнее масло, которое можно жрать просто чайной ложкой, брать и жрать. Оно супер вкусное, но съедать надо быстро. И я объясняю почему. Домашнее маслице, оно обладает своей магией примерно 2-3 дня. То есть типа 48 часов, там 3 дня. А потом оно не прокисает, не тухнет, оно просто становится как очень дорогое, хорошее, но покупное. То есть вот эта вот тема, что оно прямо только что взбито, что оно супер нежное, супер сливочное. То есть прямо... Я бы сейчас откусил, наверное, некрасиво будет из общей миски откусывать. Оно вот так вот где-то 2-3 дня. То есть мажьте, съедайте, дарите родственникам, потому что через 3 дня оно становится как просто хорошее, дорогое из магазина. Так как рецепт ресторанный, кстати, яйца почти сварились, 5 минут осталось. Так как рецепт ресторанный, нужно все нарезать по линеечке. Я думаю, что если 2 желтка идут в один такой бутер, то будет где-то 4,5 сантиметра на 8,5. Так, предположим, корку мы отрезаем. Вот. Дальше мы отмеряем где-то 4,5 вот так. Сейчас я на глазок отрежу вторую корку. Так, 4,5. Вот так. Плюс-минус 8,5. Вот так. Остальные сделаем по этому шаблону. Уже 2 кусочка. Короче, в моем представлении вот эти вот штуки они практически одинаковые, плюс-минус миллиметр они у меня получились. В моем представлении на 2 этих штуки должно помещаться 2 желтка. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Кстати, яйца нам написали end, это значит, что прошел час. Кстати, насчет 65 градусов, да нет, уже достаточно горячо, но можно еще до руку опустить. Посмотрим, что будет с желтком. Итак, достаем. И сейчас будем смотреть. Сейчас яйца, вот, кстати, они крутятся не супер хорошо, но и не супер плохо. То есть они такие типа... Ну, вроде крутятся, но не офигительно. Это значит, что они полуготовы. Это нам и нужно. Давайте сливочным маслом пока что смажем наши чудесные крутончики. Масло должно быть достаточно мягенькое, чтобы не сильно повреждать булку. У этих парней, у которых я все это подсмотрел, у них было вообще супер мягкое масло, и они его где-то там 0,3 микрона наносили. Так, вот так, оп. И вот так как-то. Ну, они, само собой, профессионально делали, а я рукожоп, но я надеюсь, получится повторить что-то подобное. Но, в принципе, если в том видео не было кидалова, целезлонамеренного, то сейчас, открыв яйцо, у нас там должен получиться такой мягкий, который можно отделить от белка, желток. Давайте пробовать это делать. Ну, пока что белок выглядит так, как у них в видосе, по крайней мере, похоже. И смогу ли я его... А нет, смотри, не соврали. Кто-то звонит, но это не важно. Вроде отделяется. Смотрите, почистили, да. 65 градусов, получается вот такая вот текстура. Такая бэм. Клево. Давайте еще одно распакуем. Оп. Да, не соврали, 65 градусов. Он как бы мягкий, но при этом отделить можно. Забавно, забавно. Некоторые вываливаются достаточно забавно, а некоторые не особо. То есть некоторые такие оп-оп, и у тебя почти реально вот прям желток. А некоторые, видите, вот это чуть раскалывается. Давайте попробую еще один прямо при вас. Открываем. И... Ну реально, вот этот практически сам вывалился. Вот такой желточек. Вот такие вот красавчики у нас получаются. Давайте жарить. На каждый крутончик я положу вот так вот по 2 желтка. А это немножко потрескался, но ничего, он все равно держит форму. И сверху немножко вот так прижму
аккуратненько. Ну, чтобы они не полопались, внутри они все-таки более жидкие. Почему-то. Ну, так, 2 у меня осталось про запас, если что. Теперь их нужно супер-супер аккуратно, опять же на сливочном масле, обжарить до корочки с 2 сторон. При этом то сливочное масло, которое вот к желтку, оно впитается в эти хлебцы. Ресторанная фиговина. Так, и супер маленький огонь. Сейчас я поставлю медную штуку. Идеально распространяется жар. Пожарим. Так. Где-то 2 минуточки и можно, ай, горячо, перевернуть. Нам не нужно, чтобы там была, знаете, какая-то супер корка или около того. О, масло начинает вытапливаться. Немного лучка нарежем супер-пупер мега тонко. Я собираюсь попробовать эти штучки с 2 типами икры. С черной и с красной. Посмотрим, что вкуснее. Сначала я попробую с черной икрой эту штуку. Извиняюсь, что пробую это у вас перед глазами. Честно говоря, вкусно, само собой. Сливочное масло, хрустящие хлебцы, но в количестве желтка немного теряется черная икра. То есть она сама по себе не особо мощная, а тут в этих желтках она теряется вообще. Возможно, там в ресторане они кладут желтка типа сильно меньше, может по половинке. Они вроде как-то отчекрыживали. Ну ладно, я попробую теперь с красной икрой. Вообще офигенно. С красной икрой она реально досаливает блюдо настолько, насколько нужно. Я не эксперт в этом, возможно, они делали немного по-другому, но красная икра, конкретно вот желтки, досаливает сливочное масло, досаливает лучок, досаливает, а черная нет. Хотя, с другой стороны, я не знаю, возможно, у них какая-нибудь другая была черная икра, которая была более соленой, или они сами ее как-нибудь просаливают и не раскрывают свои секреты. То есть, конкретно в этом блюде красная икра сильно более роляет, чем дорогая черная. Ну, вот такие дела. Вот такой вот экспериментальный рецепт. Но, повторяюсь, возможно, я что-то сделал не так, потому что там у них мишленовский ресторан, и, наверное, они что-то делают более грамотно. Вот. С красной икрой прям... Стоит ли того делать дома? Нет, наверное. Ну, то есть долго делать вот это вот все, су-вид, все дела. Желтки вкусные, сливочное масло вкусное, все божественное. Но вот как бы с красной икрой зашибись, а у них было с черной. А с черной как-то она теряется в таком количестве булочки и желтка. Ладно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.